Небеса всегда были свободны. Никто не занимает их. Ни ты, ни я, ни даже Бог. Но пришло время заполнить эту невыносимую пустоту небес. Отныне я буду править ими. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши, это путеводитель по видео. Данный ролик расскажет тебе абсолютно все о боге нашем Айзене из аниме, манги и даже новелл Блича. Я постараюсь передать историю персонажа, его мотивацию, силы и способности, и конечно же рассмотреть его каждое появление в сюжете с затрагиванием самого лора произведения. В видеоролике присутствуют тайм-коды, поэтому если ты хочешь посмотреть ту или иную его часть, просто проматывай. Приятного тебе просмотра, и перед началом стоит сказать: с днем рождения, Айзен. 79 глава, 9 страница. Точка, с которой мы стартуем. Первое появление Айзена в Бличе, когда он подозвал к себе Абарая. Дизайн персонажа ничем не отличается от остальных капитанов, даже более того, он выглядит еще проще, чем они. Очки, обычные русые волосы без оригинальной выделяющейся чем-либо от обычного человека прически, расслабленные и наивные глаза. Внешний вид буквально выполняет роль камуфляжа для будущего злодея всей серии. Уже с первого появления он даже в статусе нейтрального персонажа зарождает сомнения в Рейнджи, подстрекая его к предательству сообщества душ ради спасения его подруги, одного из ключевых персонажей серии, Рукии. Что самое забавное, используя в качестве аргументации те действия, которые он сам же и сотворил, закидывая удочку на будущее фразой «если со мной что-то случится», троеточие. Оглядываясь назад, мы видим всю личину Айзена, его актерское мастерство, достойное Оскара. Но, к сожалению, пока что мы не видим мотивации, и весь парадокс в том, что мы ее и не увидим до самого конца манги и новелл по Бличу. Однако диалог Айзена и Абарая отменяется из-за созыва всех капитанов, ибо Ичимару нужно было отчитать. Поэтому перенесемся на 2 главы далее, дабы увидеть первый показанный нам капитанский состав, в ходе созыва которого Айзен и Гин разыгрывают свою сценку-стычку для того, чтобы запутать остальных капитанов, но в частности Тошира, задолго до всего этого подготавливая почву для использования Хинамори, его близкой подруги, отыгрывая роль идеального капитана. И кстати, уже сейчас можно заметить активное участие Айзена в сюжете. Куба не ставит с ним никаких особо важных сцен на первые моменты, но уделяет ему внимание и показывает нам, буквально говорит: смотрите, идут основные действия, и Айзен есть в каждом из них, основательно утверждая эту мысль с началом 12-го тома, на обложке которого и был Айзен, рассказывая дальнейшие происходящие из-за него действия. После объявления военного положения на территории сообщества душ Айзен был занят написанием письма, но успокоил Хинамори, которая пришла к нему в ту ночь. В этом моменте Куба продолжал накидывать на Айзена образ доброго парня, который проявляет эмпатию к каждому окружающему, о чем и говорит нам короткий монолог Хинамори, которую Айзен приютил у себя в ту ночь перед тем, как уйти. И отсюда начинается самое интересное, а именно труп Айзена, прикованный к стене. Или же план пришел в движение, вызывая суматоху и распри руками тех, кому Соуски присел на уши. В частности, Хинамори и Тоушера. Сюжетный твист был крайне хорош. Нам показывали абсолютно доброго и невидного по своим реакциям персонажа. Доброта у людей зачастую ассоциируется со слабостью, поэтому смерть Айзена для большинства не была удивительной, ибо мы ничего не знали о нем, а лишь строили предположения из-за его внешнего вида ботаника, пусть и проницательного. Смерть которого не могла позиционироваться как фарс, ибо умер незначительный для сюжета персонаж, и это просто шедеврально. Что примечательно, сам характер Айзена до его в кавычках смерти — это один в один у Китаке, который появится в сюжете лишь после исчезновения Айзена. Видать, 2 одинаковых персонажа не могли ужиться в одном построении сюжета. В дальнейшем смерть Айзена будет расцениваться как факт, подтвержденный Унаханой, и правда выйдет наружу лишь в 169 главе, через достаточно трогательную сцену с Хинамори, которая послужит лишь для того, чтобы показать контраст образа и истинной личины Айзена, протыкающей ее. Это своеобразная метафора, кричащая нам: того капитана 5-го отряда, которого ты якобы знала, никогда не существовало. И будто бы сам его взгляд подчеркивает это. Его внешность осталась такой же, но ощущаем мы ее совершенно иначе. Теперь от него исходит опасность и презрение. Встретившись с Хицугаей, он ведет себя небрежно, с самого начала став провоцировать его, читая своего противника как открытую книгу, а в этом он хорош как никто другой. Лучше всего это продемонстрировано в дальнейших страницах, когда Белобрысик находит Хинамори, а Соски продолжает булить его, говоря, что нужно было покрошить ее на кусочки, тогда бы ты ее не нашел.
буквально разрушая окончательно тот образ, который играл на протяжении всего пребывания в сообществе души GTA 13. Осознавая это, все позитивные сцены с ним окрашиваются в темные тона лжи. И так и есть, Айзен лжец, и эту ложь он сам оценивает как обычную забаву перед людьми, которые его не понимают. И тем более перед теми, кто преклоняется перед ним. Ведь там, где есть преклонение, нет места пониманию. И это начало становления Айзена таким, каким мы его знаем. Без особых проблем, вывев из себя Тоушера, он сыграл на его злости, доказав не словом, а делом, что Айзен сильнее, быстрее, опытнее и опаснее, чем любой другой капитан. Хотя не совсем тактично называть его капитаном после раскрытия своих мотивов, как и подметила Унахана. В диалоге с ней мы впервые осознаем опасность Айзена, и не только из-за его физических характеристик, но и из-за способности его занпакта Кьёка Суигетсу со скиллом полного гипноза. Этот нюанс может сделать Айзена богом, но богом в иллюзиях, что очень иронично отражает суть персонажа. Созданный образ можно пощупать, понюхать, ощутить его духовную силу. Одним словом, его практически невозможно развеять, а единственное условие для его активации – просто посмотреть на высвобождение меча. И единственный, кто был не подвластен этой способности в сообществе душ до момента вторжения Ичига – это Канаме Тоусон, слепое правосудие мира Блич, который задолго до всей истории уже был на стороне Айзена, но об этом подробнее в отдельном ролике по ссылке или по подсказке. Переместившись к Руки, Айзен не стесняется вести откровенный диалог с Абараем, сравнивая того с муравьем, которого сложно убрать с дороги, не убив. Именно это сравнение подкрепляет слова Соуски о том, что он не хочет убивать его, раскрывая слегка садистические наклонности по отношению к людям. Хинамори он якобы убил, потому что без него она не смогла бы жить, поэтому это убийство было из жалости. Однако он не хотел делать этого лично и всячески пытался стравить ее с друзьями, что добавляет всей ситуации еще большей остринки, окончательно представляя нам манипулятора, каким и всегда являлся Айзен. Холодный, лживый, но целеустремленный. Интерес которого пал лишь на одного человека, протагониста произведения, Куросаки Ичига. Чем важна зрителю данная встреча? Ну, во-первых, нужно показать разницу в уровнях сил, обозначить границу развития, ведь удар Ичига Айзен в состоянии остановить лишь одним движением пальца. Буквально беря после зашкварку как собачку Рукию и объясняя происходящее Ичига. О том, что ничего не прошло мимо Айзена, появление ГГ и его компании также были частью его плана, а одна из его задач – пробитие потолка потенциала. Синигами сражаются 4 способами – мечи, рукопашка, кидо и сюнпо. Но когда все 4 направления освоены в совершенстве, это конец для бога смерти. И единственное решение, чтобы превзойти лимит, стать гибридом Синигами и пустого. Для этого ему и нужна была не сама Руки, а то, что было скрыто в ней – Хоугиоку, помещенный Урахарой для уничтожения. И конечно же такой человек как Айзен получает желаемое за последующей попыткой задержания. От Йоруичи и Сайфон, так и от остальных членов GTA 13 и не только. Однако все идет по плану. Именно поэтому Айзен всегда так спокоен, ведь даже из такой ситуации он способен уйти победителем. Точнее улететь. Свет, который окружал Айзена, назывался отрицанием. Так Меносы помечали своих, что уже указывало на отречение от статуса Синигами. Такой побег он планировал заранее, ибо еще до статуса мертвеца посетил Уэкамунда и его короля Барагана, буквально свергая его с трона, насильно делая подопечным, даруя ему силу. Вдвойне унизительным для Барагана также был тот факт, что он опустился в созданную им же организацию из сильнейших пустых – Клинки, которую Айзен в дальнейшем назовет 10 клинков, то есть Эспаду, что повлияет на его мотивацию к отомщению. Именно в ситуации, когда Соски был окружен светом отрицания, он произнесет слова, в которых заложено огромное количество смысла, но понять его можно лишь узнав лор всего произведения. Ты уже слышал их в начале. Небеса всегда были свободны. Никто не занимает их. Ни ты, ни я, ни даже Бог. Но пришло время заполнить эту невыносимую пустоту небес. Отныне я буду править ими. Также эти слова были адресованы Укитаке как намек на то, что Айзен знал про Мимихаги, а также про его возможность заменить короля душ на троне. Но что же стоит за данными словами? Откуда такое на первый взгляд шаблонное желание стать богом или же правителем этого мира? И почему Айзен вообще презирает текущее мироустройство? Ответ лежит далеко в закромах истории, в пыли, которую именуют вечностью. Поэтому для понимания цели Айзена ты должен знать и то, как формировался мир, который он ненавидит.
Когда-то были лишь два мира. Один большой, как единение мира людей, пустых и синегами, и ад, поныне нам неизвестный. В те времена не было ни жизни, ни смерти, ни баланса, ни дисбаланса. Был лишь круговорот душ, в ходе которого появилось существо, первичными частями напоминающее Меноса. И вместе с ним появилось и другое, гибрид, который взял все от синегами, Квинси и подчинителей. Именно это существо и уничтожило первый аналог Меноса, и это был Король Душ, который в дальнейшем и будет олицетворять как бога, так и дьявола, управляя всем мирозданием еще не разделенного мира. Однако со временем, защищая этот самый мир от пустых, он стал погружаться в хаос. И именно в этот промежуток времени появляется гвоздь программы – 5 великих кланов, у которых были свои опасения и желания. Они боялись, что Король Душ сможет использовать силу против них. Другие считали необходимым установить новый порядок и в нем укрепить новое, сформированное сообщество. Третьи же хотели заставить устоявшийся мир двигаться, подтолкнуть его к развитию. Предпоследние хотели закрытия ада, и это очень интересный нюанс. И только клан Шиба был против замыслов других благородных семей. Его лидер даже предлагал себя в качестве заточенного. Несмотря на разные взгляды и мотивацию, 5 великих кланов сошлись в одном. Они должны разделить текущее бытие на 3 составляющих. Мир живых, сообщество душ и обитель пустых, Уэкамундо. Но для этого им нужна была соответствующая сила, то есть сам Король Душ. И здесь кроется неизвестный нюанс, его запечатали, но не против своей воли, ибо Soul King был существом высшего порядка, буквально сильнейшим. Однако по собственной воле он позволил себя запечатать. Но это далеко не конец. Некоторым благородным семьям было мало, и они считали, что Король Душ, который в текущий момент держатель баланса 3 миров, может сбежать из своей кристальной клетки. Но понимая, что они не могут его убить и просто так оставить его в живых, было принято варварское решение – расчленить его. 2 руки, отвечающие за стагнацию развития, были оторваны. Вместе с ними они вырвали его сердце, внутренние органы и лишили его 2 ног, оставив тем самым лишь пустую оболочку, держащую миры в равновесии. И получили нужного им Короля Душ. Но здесь есть небольшая пометка. Пометка о том, что воля Короля Душ осталась, и эта воля проявлялась в духовном потоке. И отсюда и вытекает теория, что Король Душ мог все видеть и знать далеко заранее, и Яхве, вероятно, равносильно осуществлял его волю. Ну а сейчас же у этой оболочки нет даже права выбирать. С такого ракурса мы понимаем слова Айзена о том, что небеса пусты и их никто не занимает, ибо по сути так и есть. Алчные благородные семьи буквально лишили всего, что было у единственного перворожденного лидера, и это грех рождения Мироблич, ибо его основа лежит в варварском убийстве с расчленением, но сохранением базовых показателей жизни, чтобы питать разделенный на 3 части мир. То есть мироустройством правит горстка людей, которым хватило смелости убить защитника единого бытия. Да, такой мир стоит ненавидеть, ибо даже ложь и манипуляции Айзена в таком мелком масштабе все равно, что детская возня в сравнении с этим. Но кто же является исполнительным органом всего этого цирка Шапито? Кто оказался достойным управлять сообществом душ? Не поверите, старые маразматики, упивающиеся собственной властью. Веками, если не тысячелетиями, сидящие на своих постах. Совет 46. Их можно описать 2 словами, вот прям точно. Сказочные долбоебы. И это я не беру те моменты, когда Айзен вырезал их первый состав и принимал решения в свою пользу. Давайте начнем с базы. Состоит совет из 40 мудрецов и 6 судей, которые являются действующей властью как в мире людей, так и в Сейритее. На бумаге они являются выше аристократов, но это лишь на бумаге. В их резиденцию запрещено входить всем, плевать какого ты статуса, гражданский, негражданский, капитан или главнокомандующий, похер. Большинство из них сидят на своих должностях сотни лет. Им давно, блять, пора на пенсию. Это старые плешивые истуканы, которым власть застила глаза, ибо понятия вентиляция власти для них нет. Все судебные процессы проходят крайне строго. Обвиняемым даже не сообщают ни в чем их обвиняют, ни источник обвинений до того самого момента, пока приговор не скажут. Нет, вы вдупляете? Тебе говорят, в чем ты виноват, когда уже приказали изгнать или посадить. А если ты попробуешь говорить, когда тебе не позволили, тебе накинут еще 1000 лет заточения и пошлют нахуй. Абсурдно? Да еще как. Хотя о чем говорить, если именно эти люди придумали гнездо личинок. Напоминаю, туда садят под стражу ни в чем не повинных людей за то, что они имеют опасный потенциал и в теории могут причинить вред сообществу душ. А бывшие синегами тоже попадают именно туда.
Так что выйти со службы из ГТ можно либо через смерть, либо через вот такую своеобразную пенсию в гнезде личинок. Теперь о известных решениях. Напоминаю, не берем тот период с казнью Руки, где все подстроил Айзен. Одно из самых вопиющих, на мой взгляд, происшествий связано, конечно же, с Урахарой и Вайзардами. Этот случай демонстрирует в полной мере всю, в кавычках, глубину судебного процесса Совета 46. Без суда и следствия скинуть всю вину за пустафикацию товарищей на Урахару, когда все твердили, что виновен Айзен. Но у него же, блядь, было алиби от солдатов и Кьораку, который видел его в ту ночь. Урахару хотели лишить силы, навечно сослать в мир людей. Тесая, который обязан знать запрещенный кидо, как капитан кидо отряда, обвинили в этом самом использовании тех самых, сука, кидо и дали ему всего лишь пожизненное наказание на 3-м уровне подземной тюрьмы. Шинджи и еще 2 капитана и несколько лейтенантов не по своей воле стали пустыми. Вы ничего толком не знаете о их пустафикации, но у вас есть человек, который может все исправить. Он гений сообщества душ. Что вы сделаете с ними? Правильно. Дадите распоряжение убить всех подчистую. Самый гуманный нахуй суд в мире. Все 3 обвинения — это прямое доказательство их некомпетентности как судебного органа, который принимает решения, исходя из своей трусости и алчности. Рядовые обращения граждан они даже не рассматривают. Напоминаю, Тоусон идет к ним обратиться по поводу Какё, смерть которой просто взяли и забыли, а ее мужа так и не наказали. Послали его в жопу и пес с ним. Мать Нанао потеряла клановый меч. Поправка для зрителя, на самом деле передала. И за потерю ее казнили нахер. Эту линию продолжают гнуть даже в филлерах, их вообще не хотят как-либо представлять в добром свете. Клан Касумиоджи был такой. Вот Ямамото, сильнейшему по лору синегами за 1000 лет, запретили даже лезть в дела этого благородного клана. Обучение Зараки владению меча. Совет 46 был в таком шоке от его силы, что трени прервали на следующий же день. Это вообще что за решение? Это не прайм ребенок Зараки. В момент получения статуса капитана 11-го отряда Кенчик был слишком адаптивен к своему противнику. Его до событий с Ичиго, который, если что, без Банкая дал ему пиздов, до событий с Аранкарами, Ями и Найторой, даже Унахана вынесла бы вперед ногами. Но на этот раз не излечивая его смертельные раны сотни, а то и 1000 раз. Про деда я вообще молчу, стерел бы его в порошок. Грубо говоря, решение выглядит следующим образом. Ой, мы боимся силы Зараки, но у нас есть как минимум 2 капитана на этот момент сильнее Зараки. А еще эти старые пердуны лютые садисты. Раньше у них была любимая казнь, называлась это яма, запечатывающая душу. Синегами бросали в яму, которая была покрыта душегубкой, блокирующей реакцию и силу, и в эту яму бросали пустых, чтобы те жрали синегами, нарушающих порядок. А судя по правилам, которые придумал Совет 46, более половины из этих самых виновных людей были ни хрена не виновны. Теперь про Азашера. Он предложил идею изменить население Рукангая, превратив их в воинов. Совет 46 формально одобрил эту идею, мол, не верил в ее реализацию. Но когда узнал, что она вполне себе реализуема, все они спрятались за Ямамото и натравили на Азашера почти весь состав Гётэя, и когда тот соснул, я про состав, самого Азашера остановили лишь нулевики. Думаете, это все первый состав такой тупой, несправедливый? Решение второго состава Совета 46. Майюри в первой арке взорвал выпускников Академии под лживым предлогом вступления в отряд или повышения звания. Судить мы его не будем, ибо первый состав Совета 46 ему все простил. Ой, у нас недостаток капитанов в Гётэй 13. Возьмем прошлых и пусть пустофицированные, ничего страшного. Сделаем им специальный запрет на использование масок на территории Сейритея. Именно поэтому, чтобы тренировать Хисаги, Кинсей вывел его на территорию Рукангая. А Кэпы в сражении против Квинси так и не применили свои маски, ибо им, блять, запретили. А чем карается нарушение? Напоминаю про запретный Кида, из-за которого Кинсея отправили на пожизненное. Кьораку говорит: мне как капитану Гётэя нужны 2 лейтенанта. Закройте пасть и примите эти условия. Ему как главнокомандующему виднее, он все обосновал. А Кикиба опытен, а Нанао найдет со мной общий язык. Нет, надо раскрывать пасть и говорить, что 2 лейтенанта как-то многовато. Из казны бабки платить.
Душевные рубли, видите ли. Далее, тот самый кейс с Зараки и Айзеном. На вас напал ЧВК Ванденрейх, половина ГЮТЭ лишили Банкаев, предыдущего главкома убили. Враг намного сильнее вас, и если вы сейчас не примете решение, всему вашему миру конец. Что сделал Совет 46? Повозникал, пока Кьюраку в очередной раз не заткнул им пасть, мол, сами себя сейчас защищать будете. И порешал уже вопрос с силой Зараки, и как видите, вообще не зря. А также с кратким выпуском Цербера в виде Айзена с цепи, и как вы понимаете, тоже не зря. Все это решения и правила, о которых я вспомнил, но уверен, есть еще те, о которых я забыл, так что накидайте их в комментарии, ибо Совет 46 самая абсурдная организация, где каждый тупее друг друга. За исключением одной маленькой девочки, но не о ней сейчас, ибо опять-таки нужно окунаться в новеллу. Убив это стадо бесполезных овощей, Айзен получил доступ к тайной информации по образованию мира и его грехе, что только укрепило его позицию по отношению к Синегами, отчего он и решил отказаться от этого титула, отринуть саму расу. О чем он и говорит, обращаясь к ним, якобы открещиваясь сам: «Прощайте, Синегами». Желая занять место, на котором сидит марионетка. Нет, занять место, которое пустует. А близ его сидят лишь недостойные не только на управляющей должности, а вообще недостойные жить. Именно поэтому первый состав Совета 46 был вырезан подчистую. Небольшая ремарка перед продолжением. Изначально Айзен должен был быть злодеем лишь первой арки вторжения в сообщество душ, однако он так зашел и самому Куба, и читателям, что мы получили полноценного антагониста большей части произведения. И, блять, спасибо! Вернемся к сюжету. Уйдя из сообщества души, прощаясь с Ичиго, делая ему своеобразный комплимент, нам дадут понять, что в Хоекамунда Айзен занимается созданием полноценных аранкар. Точнее, Урахара неверно предположила о его попытках, ибо настоящие аранкары уже были созданы. И в роли их правителя Айзен смотрелся, да и чувствовался крайне хорошо. Создается впечатление, что он хотел быть тем, кем не смогли бы быть в сообществе душ, ибо Ямаджи являлся упертым дедом, который решал любой вопрос грубостью и не терпел неповиновения. Айзен же другой. Своим подчиненным он дает свободу выбора и действий, что и продемонстрировал на Улькиоре. Также стоит отметить желание Соски закрыть гештальт, о котором говорил Унахани, и о желании быть понятым, которое сыграет важную роль в самый неподходящий момент, но об этом позже. Вернемся к Айзену в роли лидера. Назвать его добрым или же мягким мой язык точно не повернется, он просто мастерски показывает, что такое эффективное управление, при этом показывая совершенно разные свои вариации в отношениях с подчиненными. Смотрите. Своевольничество со стороны Гримджоу без разрешения Айзена. Далее дерзкое отношение от Пантеры, но наш бог не сердится, а дает ему шанс, за него же выдавая ответ, мол, Грим, ты же хотел порешать наши проблемы, и это было стремление во благо, или я ошибаюсь? То есть он дает шанс Гримджоу уйти безнаказанным, и сам же за него дает ответ. Все, что нужно было сделать Пантере, сказать да, но увы, нет. За это самое упрямство он был лишен руки Тоусоном, которому Айзен ничего не высказал, а более того сказал Гримджоу, что не сможет простить ему, если он ранит Канаме, отчего тому пришлось отступить, наконец-то узнав свое место. Кульминацией же данного кейса является диалог с Гином. Айзен знал о реакции Канаме, и его ни капли не печалила смерть 5 аранкар. Это именно то, о чем я говорил: эффективное управление и разные отношения к подчиненным. С Гримджоу он показал свою мягкость, при этом наказывая его руками Тоусона. Самим же Канаме Айзен говорил учтиво, выражая иллюзорное для нас уважение к нему. С Гином же он говорил на чистоту, показывая свое настоящее отношение к подчиненным, отчего складывается впечатление, что все они расходный материал и не более. Кстати, интересный момент: даже после того, как Айзен предал сообщество душ, 5-й отряд, большинство его членов, по-прежнему его любили как капитана. Это нам показывает то, что он даже в своей лживой натуре очень круто управлялся с людьми. 229 глава. Соски создает вундервафлю, попутно объясняя принцип работы Хоугиоку, ошибку Урахары при запечатывании и условия активации, что связано с реакцией пользователя. В конце монолога отдавая приказ Улькиоре выполнить ранее поставленную задачу. Так вот, Эспада. Как я и сказал ранее, созданы они были для того, чтобы быть инструментами. Большинство безгранично уважало Айзена, ибо не чувствовало в нем присутствия страха из-за его силы. И это крайне иронично: существа, созданные из страха, боготворят того, в ком страха нет. Для самого же Айзена, помимо инструментов, Эспада являлась попыткой социализироваться. Создать свой ГЮТЭ 13, где тебя будут понимать. Именно поэтому членов Эспады 10, к ним идут 2 офицера в дополнение, Канаме и Гин,
и ты 13-й главнокомандующий. Это вполне логично и символично, ибо сторона смерти Эспады олицетворяет самого Айзена, посудите сами. Ярость, одиночество, время, жертва, пустота, отчаяние, разрушение, опьянение, безумство и жадность. Каждый из терминов в той или иной степени описывает Айзена и каждую его форму или эмоцию, которую он испытывал на своем пути. Вот что такое Эспада и ее психологическая связь с Айзеном, осознавал он это или нет. Перенесемся в 240 главу. Улькиора выполнил приказ и привел в Лас-Ночес Иноуэ. Айзен же извинился перед Люппи, хотя как бы такой Аранкар для него пыль и не более. И начинается, наверное, самый непроработанный кейс с Орихимы. И зачем она нужна была Айзену, помимо заманивания Ичига и остальных капитанов Лас-Ночес. Способности будущей женушки Ичига в моем личном топе сидят в топ-3 абсурдных, то есть имбовых: способность отрицать реальность, то есть восстанавливать, что бы ни произошло с объектом. Это способность короля душ, превосходящая понятие времени и пространства, и мое имхо Яхве надо было поглощать Орихимы. И скорее всего для этого ее и взял сам Айзен, для подстраховки изменений с Хоугиоку, или вообще дальнейшего поглощения самой сути способности Орихимы. Все, что мы видели, это диалог Айзена и Иноуэ. Он показал ей Хоугиоку якобы как символ его веры в нее и нужды в ее способностях, отмены того, что произошло, и стирания существующего. И скорее всего это была не ложь, ибо она действительно могла уничтожить Хоугиоку, без которого не было бы ни Аранкаров, ни ключа короля. Ну а дальше все. Ее предназначение было скомкано и раскрыто лишь по отношению к протагонисту. Оставим серьезный тон повествования и расслабимся. 244 глава. Одна из самых юмористичных сцен с Айзеном. На них напали, вся Эспада была собрана в одном месте. Думаете, для сиюминутного обсуждения плана? Нет. Мы подверглись нападению, но давайте сначала выпьем чаю. Это показывает абсолютную безмятежность Айзена к происходящему. Сам факт нападения для него ничто, как и сами нападающие. Это ирония высмеивания. Все, что требуется, пить чай и слушать меня. Сцена, которая для нас важнее после, это проработка кейса уже затронутой темы эффективного управления, и она вновь связана с Гримджоу, где на сей раз Айзен не стал долго терпеть и после вежливой просьбы поставил его на колени с помощью своей Риацу. И это и есть стиль управления Айзена и его ведения дел. Он буквально обволакивает нас своим образом, силой и справедливым отношением к людям и вещам. И, конечно же, уверенностью, ведь пока он есть, на пути не будет ни единого врага. Едем дальше. Сцена за Эль-Апора, которому, в отличие от Грима, хватило ума сразу признать свою вину и получить благосклонность Айзена, бога нашего, который в очередной раз показал то, как он привык действовать. Наказывает он лишь в крайнем случае. Чаще всего он словами дает понять, что знает все мотивы его соперника или подчиненного. И именно понимание, что Айзен осведомлен обо всем, страшит каждого. Все идет по плану. Но что же чувствует он сам? Радость. Да, за хладнокровным Айзеном стоит именно радость от того, что его враг продвигается шаг за шагом все ближе и ближе к нему. Ведь Ичига для Айзена был плодом, который он так упорно выращивал. Все эти нюансы поведения Соски узнаем мы в диалоге с Гином в 255 главе. Следующее же появление станет ознаменованием войны за Каракуру, но перед этим крестный отец Ичига подбодрил Иноуэ. Мол, улыбайся, пока мы твой город с лица земли сотрем. Слегка поспешное решение на первый взгляд. Выступать здесь и сейчас при потере половины Эспады. На деле же нет. Основная причина, почему Айзен решил действовать, нахождение Зараки Кинпачи в Уэкамунда, ибо осилить Ямаджи и Кена в Каракуре не смог бы даже Айзен с подготовкой. А там в дополнение помимо Кена была бы и Унахана. Правду о которой Соуски, конечно же, знал. Еще там был Маюри, крайне опасный противник при условии его же подготовки, ну и Кучики Бьякуя. Разделить вражеские силы логичнее всего, чтобы начать вести войну, он, кстати, об этом уже говорил Тоушера в начале. И хоть Ямамото и не был полностью обведен вокруг его лысины, Айзена это не волновало, ибо у него была своя собственная контрмера как по отношению к врагам, так и ко всей ситуации. Это же касалось и развития Ичига, которое ступенчато продумывал Айзен, оставив в Лас-Ночес того, кто был явно сильнее 4-го номера, но слабее 1-го. Аномальный персонаж для аномального протагониста – Улькиора. Это была вторая часть развития Айзена. В ней мы взглянули на него как на лидера, и лично мне он показался довольно снисходительным, лично не наказывая своих подчиненных, нежно называя их «моя дорогая Эспада». Его подход кардинально отличается от жестокой дисциплины Ямамото, который не прощает ни врагов, ни союзников. А в былые годы дед так вообще был маньяком, Айзен же иначе.
Соски в управляющей должности создает впечатление рассудительного, умного и всезнающего лидера, который использует знания и для развития, и для стагнации своих инструментов, какими и являлись члены Эспады. Но прежде чем продолжить основные события, сюжет переносит нас на 110 лет назад, к любимому многими лейтенанту 5-го отряда Айзену Соске под командованием Шинджи Хирака. Эти двое шли на инаугурацию нового капитана 12-го отряда Киски Урахары. Обратите внимание на реакцию Айзена, который уже был заинтересован в Урахаре, в то время как Шинджи считал его простофилей. В то время Соске был помешан на Урахаре, что доказывает его небрежное подслушивание за ним с легендарной фразой от Шинджи, что тот засек Айзена еще когда он был у мамки в пузе. Статус лейтенанта нисколько не смущал самого Айзена, и судя по всему, спектр его возможностей хоть и был уже, но вариативнее. Он не ограничивался шпионажем и уже с офицерского чина занимался вербовкой, что и было сказано на примере Тоусона, когда тот был раздавлен после диалога с Такинадой. Но об этом ты узнаешь в отдельном ролике, и раз уж об этом заговорили, о истории и жизни самого Канама и конечно же Гина ты узнаешь в видосах по ссылкам в описании. Здесь же мы затронем эту тему лишь вскользь. Так вот, Тоусона он завербовал еще в статусе офицера, Гина же в статусе лейтенанта. Его заинтересовала сила и жестокость маленького змея. Продолжая подобно пауку плести свою паутину интриг, он кидает призрачные тезисы в сторону Урахары, чтобы заинтересовать его о тайных исчезновениях. И это сработало. Киски отправил сначала своего лейтенанта, а потом и показался сам. Айзен же давно продумал свое собственное алиби благодаря Кьёкасу и Гетсу, показывая всем иллюзию пребывания в Сейритее. Все шло по плану. Эксперименты с пустыми, устранение неугодных лейтенантов и капитанов, избавление от Шинджи, указывая на его ошибки, ну а дальше появление Урахары, контрмеры пустификации и тот самый легендарный суд Совета 46, который по итогу и привел к побегу нескольких капитанов. Эта предыстория показывает нам всю манипулятивную сущность Айзена еще до его становления Кэпом. Именно в данный период Айзен собирал души для подпитки своего Хоугиоку, тогда и сформировалась мотивация самого Гина и Тоусона, который задолго до этого присоединился к Айзену. Ну и конечно же всю абсурдность управляющих органов Совета 46. Ямамото, который небрежно и никогда не думая раздавал приказы, приводящие к потерям личного состава. Одним словом, поучительно. Но вернемся же в настоящее время, начало третьей части, война за Каракуру. Дед логичнее всего отделил Айзена от основной части Эспады, однако никакого эффекта это так и не оказало. Айзен был всегда невозмутимо уверен, что Эспада победит и без его участия. Спойлер – нет. Все за исключением Старка проигрывали свои сражения на момент, когда пришел Вандервайс, и Айзен освободился. Отсюда и начнется настоящая битва с демонстрацией силы Синегами главного антагониста. Но сначала нужно очистить поле битвы от ненужных деталей. Я о ударе по Харибел. Этот удар нес лишь разочарование. Айзен планировал создать сильных существ ему под стать, но получил состав, который совместно уступал ему одному. Разочаровавшись в них, он не мог продолжить смотреть на их слабость. С Тоусоном же все было иначе. Многие из вас оценивают данную сцену как проявление злобы со стороны Айзена, добивание того, кто стал бесполезен ему. Однако это не так. В новелле «Убойца своего мира» он объясняет Хисаги свои действия. Это было милосердие. В той ситуации либо Унахана, либо Орихиме спасли бы ему жизнь, но никто из вас не представлял, каково ему будет. Если бы он остался в живых, то его существо в конце концов уступило бы беспросветному отчаянию, и сердце полностью бы исчезло. Я не мог допустить, чтобы обладатель такой замечательной решимости был еще более запутан и убит своим отчаянием. Резюмируя свои слова, буквально открывая тему одного из моих будущих видеороликов. Придет время, и вы все узнаете. Это общество душ и понятие слова Синегами. За ними стоят опасные иллюзии. Это показывает человеческую сторону Айзена и двойственность ситуации. Для Камамуры и Хисаги он убийца и последняя тварь, ибо не дал Тоусону выполнить его последнее желание – взглянуть на Хисаги. В лице же самого Айзена и, быть может, Тоусона человек, который проявляет милосердие и сдерживает обещание, данное Канаме – убить его, если он переметнется Синегами своей душой. Дальнейший диалог, который стоит нашего внимания, он ведет с Шинджи. Это вопрос веры. Хирака верит в Ичига, для Айзена это дико. Вера в кого-то равна зависимости, она порождает трусость. Его собеседник не до конца понимает суть этих слов, поэтому тема раскрылась еще больше. Айзен никогда не требовал у своих подчиненных доверять ему, он лишь предлагал следовать за ним. Обремененные верой ищут, кому передать эту ношу. И каждая рожденная таким образом ступень рождает новую, все выше и выше.
создавая королей и даже богов. Иными словами, сейчас мы видим риторику Ницше через авторство Куба Таэта, персонажа, который отрицает не только наличие бога в мире, но и вообще все его мироустройство, при этом желая стать его лучшей версией. Резюмируя сказанное словами: «Пока что не верь мне, Шинджи Хирако, я покажу тебе бога, которому стоит вручить свою веру, и ты будешь верить в него». Битва началась с Шикая. Саканады переворачивала понятие мира вверх и вниз, влево и вправо, вперед и назад. Противно, не спорю, но увы, этого недостаточно, чтобы справиться с Айзеном или заставить его испытывать дискомфорт. Он легко привык к этому и, готовясь контратаковать, появился Ичиго, используя Гетсугу со слепой зоны. Этого также оказалось мало. Буквально читая Куросаки как открытую книгу, его движения и даже сомнения надо было превратиться в пустого. Как только эта мысль появилась в голове Ичиго, Айзен озвучил ее. Он дал ему такой шанс, чтобы показать бездну в различии сил между ними, без иллюзий, без Кьёка Суигетсу, простыми физическими показателями говоря: «Я могу убить тебя в любой момент, и никто тебе не поможет, даже Гётэй 13. Хицугая нападает, первым сразу же активировав Банкай. Лав и Камамура пытаются зажать его с двух сторон. Однако по грубой силе он превосходит их всех вместе взятых. Один за одним капитаны сыпались как карточный домик, вайзарды не были исключением. Но в какой-то момент битвы им все же удалось пронзить Айзена. Точнее, иллюзию, которую он создал с помощью Хинамори, что выводит Тоушера из себя, тем самым открывая вариации для атаки, побеждая всех за раз. Но не убивая, тем самым морально и физически унижая их. Но эта битва не была бы окончена без финального штриха, вишенки, красующейся сверху. Главнокомандующего, который, пока его подчиненные сыпались, подготавливал почву для самоуничтожения как его самого, так и других капитанов. Айзен, кстати, это тоже подмечает. Дед не стал командовать нападением с остальными, а заранее готовился к другому. Логикой он точно не блещет. Соски же наоборот использует инструменты, какие у него имеются, и выкидывает их, если они ему больше не нужны. Последним таким был Вандервайс. Он идеально исполнил свою роль, и от этого Ямамото был сражен своим же пламенем. Сильнейшего Синигами одолели, даже не вытащив меча, одной лишь хитростью. Айзен позволил себе достать клинок лишь для того, чтобы лично расправиться с дедом, так как он живое воплощение истории сообщества душ. И этот момент стоит разобрать подробнее. Человек, правящий с 1000 лет, принимающий множество спорных решений и позволяющий Совету 46 делать, что им вздумается. Я говорю о старике Ямаджи. Напоминаю его биографию его товарищей. Гётэй 13 в прошлом это была незащитная организация, точнее она была таковой лишь на словах и записях. На деле это были отбитые убийцы, уничтожающие все и вся. И самым кровожадным был Ямамото. Азашира отмечает, что несколько сотен лет назад он бы даже диалог с потенциальным преступником вести не стал, я про Ямамото. Он сразу бы достал меч и убил. И мы понимаем, почему он так говорит. Диалог это не для деда вообще. Вернемся на несколько сотен лет назад. Методика уничтожения пустых у Квинси была другой. Они их стирали ровно так же, как и король душ в древности, кстати. Ямамото не нашел решения или какого-либо компромисса. И просто устроил геноцид целой расы, которая была ответвлением от короля душ. Но в последний момент не смог убить Яхве. Видимо из сожаления, который говорил, мол, явился демон и сделал все только хуже. О нелогичности самого Ямамото можно говорить долго, поэтому советую посмотреть мой отдельный видос по данной теме, подсказка сверху. После геноцида большей части Квинси он одобрил опыты, которые проводил Майури. Напоминаю, тот убивал, вскрывал, сжигал, заставлял убивать собственных детей, уродовал тела Квинси до неузнаваемости, и все это с разрешения Ямамото и Совета 46. Всю свою юность Генрюсай шел по трупам, жертвуя своими товарищами без колебаний. Не удивлюсь, если нам раскроют злую сторону старика и станет понятно, что стало с первым составом Гётэя 13. Мне кажется, он сам их в соло всех убил там по одному, либо сослал в ад по очереди. Старик Яма – обычный бандюган, добравшийся до власти, кукуха которого давно уже чик-чирикает. Как Айзен и сказал, он воплощение истории сообщества душ, однако дед просто так подыхать не намеревался и даже мог поцарапать Айзена 96-м Хада, однако ценой руки. Благо хоть Ичиго нанес удар Гетсуга и Соски получилось ранить полноценно, но всего лишь на один миг. Хугиоку, которую он вживил себе, инстинктивно защищала хозяина, а этот пафос только набирал обороты, и кукла, носящая имя Куросаки Ичиго, наконец увидела человека, который дергал за ниточки, подстраивая все битвы, ситуации, конфликты и самое главное пауэрапы главного героя.
Его это, конечно, вывело из себя, но одним отцовским движением пальца тон Ичиго снизился, и Айзен все объяснил. Нападение пустых после встречи с Рукией, Менос Гранде, появившийся на приманку Квинси, дальнейший арест Рукии после получения навыков боя у Ичиго, последовательность противников под стать силе Куросаки, иначе говоря, все победы – результат не только усилий главного героя, а в большей степени заслуга злодея. Великолепнейшего антагониста и не по рамкам Блича, Айзен хоть и не мирится с текущим положением вещей, но понимает людей, живущих по лживым правилам. Все это доступно в понимании всего лишь по одной цитате. В этом мире нет ни правды, ни лжи, есть лишь жестокая реальность, и все же все существующее живет, веря в некоторую ложь, ибо они умеют жить только так. Это слова человека, который понимает людей, но не принимает их позицию, просто великолепно. Эпилогом всего диалога, раскрывающей дальнейшую часть всего ролика, будет фраза «Я знал о тебе с момента твоего рождения», и это не фарс. Перенесемся на пару десятков лет назад. Айзен уже в статусе капитана продолжает свои исследования по пустификации, отправляя Белого Пустого в мир людей. Используя будущего отца Ичиго, который не был частью изначального плана, как протеже для эксперимента. Однако одна персона смогла сделать этот эксперимент немного более насыщенным – Масаки, чистокровная Квинси. А сейчас внимание на данный фрейм. Тоусон хотел уничтожить ее, но был остановлен Айзеном, ибо тот хотел посмотреть, что из этого выйдет. Спойлер, из этого вышел Ичиго. Пустой сменил фокус с синегами на Квинси и буквально смешался с душой Масаки. Это был поистине непредвиденный случай, и понять Айзена с его излишним любопытством можно было. Ибо рожденный потом от Масаки сын воплощал в себе все ныне известные природы сил. Единственным известным на тот момент существом, схожим по своей структуре, был сам король душ. Но даже он сочетал в себе лишь 3 структуры силы, когда Ичиго был полноценным гибридом. Отсюда и паранормальная озабоченность рыжим, и это вполне логично, так что крестный отец Ичиго – Айзен. Теперь продолжаем Storytel. Хугиоку начинает пробуждаться, вкидывая тейк про исполнение желаний, которые хранятся глубоко в сердце. С этого и начинается первая метаморфоза. Не только касающаяся силы внешности, но и самого характера и души Соуски. Да, он никогда не был поймальчиком, скромно стоящим в стороне. Айзен провокатор, смотрящий прямо в суть вещей, и его самомнение обосновано его силами. Но сразу же после первого высвобождения Хугиоку он перестает уклоняться от кидо и атак. И даже признает это прямым текстом, признавая свою беспечность. И это первая ошибка Айзена. Он рано почувствовал доминирование, ибо старый Айзен никогда бы не позволил коснуться себя, если это, конечно, не было частью его стратегии. Но битва продолжается, вторая форма, кокон, метафора на самом деле, ибо привычный для нас Айзен все больше и больше покрывается оболочкой легкомыслия и уже начинает чувствовать себя богом. Оно и не мудрено, ибо отпора-то ему не дают, точнее пытаются, но не могут. И теперь самая спорная метаморфоза, третья. Именно в ней Айзен почувствовал себя богом, пощадил Ичиго с его отцом, давая шанс остановить себя, занимался догонялками с друзьями Ичиго, когда мог убить их, даже не двигая пальцем, выдавал цитаты про то, что разум – защита для тех, кто прячется за ним. Одним словом, душа Айзена была в смятении, и это не моя мысль, это прямая цитата с новеллы «Духи навеки с тобой». Айзен сам признал, что в этот период он колебался. Сцена с Гином и Айзеном, раскрывающая суть первого, для этого есть отдельный видеоролик, поэтому с вашего позволения я продолжу. Финальное сражение с Ичиго, которое началось с разочарования Айзена, который не чувствовал его реакцию, что означало, конечно же, слабость по отношению к Соуске. Это именно то мнимое чувство божественности Айзена, который выставляет себя добрым богом. Но его буквально мордой в пол начинают спускать с небес. Во всей этой ситуации меня забавляет дальнейшая реакция Айзена, который неверно предположил, что Ичиго отказался от Риацу, меняя ее на физическую силу. Что в этом забавного? Напоминаю о цитате Айзена, что разум — это защита для тех, кто прячется за ним. Иронизируя в тот момент, Айзен, сам того не осознавая, ищет причину силы Ичиго. Прячется за разумом и проигрывает самому себе, ведь продолжает раз за разом додумывать, вместо того, чтобы холодно анализировать, как и делал всегда. Примеры. Угроза о ничтожности физической силы Ичиго в сравнении с его.
удар, который сносит гору, опять запугивание, что он способен уничтожить Занпакта и Ичиго с одного удара, следом Кидо с полным прочтением которого должен был бы стереть Куросахи из реальности. Все ситуации, которые я перечислил, и есть проигрыш самому себе, мнимый бог, не иначе. И лишь осознавая свою слабость по отношению к протагонисту, Айзен показывает все самое плохое, что у него есть, принимая форму монстра, где его человеческое лицо уходит на второй или третий план. Это еще одна метафора от Куба, где Айзен начал не свое развитие, а деградацию, ибо буквально с десяток глав назад говорил о противности мысли принять пустафикацию. Но когда же все эти пустые бравады закончились? В момент превращения Ичиго. Завершенная Гетсуга, великолепнейшая форма, перед которой Айзен ничего не чувствовал. Сколько бы эволюций он ни прошел, он по-прежнему ничего не чувствует. Это отсылает нас к основе основ. Ичиго не отказался от Риацу. Все это время его уровень духовной силы был настолько велик, что Айзен просто не мог его почувствовать. И именно дальнейшая техника, сильнейшая в ударном смысле, Мугетсу, заставила Айзена остудить свой пыл. А Кидо Урахары смогло вывести впервые за все главы манги Айзена из себя, где мы увидели и услышали самый чувственный и взрывной диалог. Урахара! Урахара Киске! Я презираю тебя! Имея такой могущественный ум, ты сидишь сложа руки! Почему ты подчиняешься этой хреновине? Хреновине? Ты о короле душ? Вот оно что. Значит, ты видел? Если король душ перестанет существовать, общество душ расколется на части. Король душ связывает всех нас. Без него весь этот мир рухнет. Так устроен наш мир. Так говорят только неудачники. Победители всегда говорят, каким этот мир должен быть. А не принимает существующий. Я... Но нельзя продолжить рассказывать о Айзене, не рассказав о его прототипе, второй половине и антитезе одновременно, подкове, том самом Урахаре. Урахара и Айзен — это один и тот же персонаж. Пожалуй, два таких гения были созданы для того, чтобы пойти в противостояние друг с другом. Не будет преувеличением сказать, что оба этих перса оказали огромнейшее влияние на сюжет, выступали инициаторами и инноваторами во всем произведении. Но каждый из них по сути является зеркальным отражением друг друга. Вся интересность в том, что Айзен и Урахара создавались по единой схеме, так сказать, по одному скелету. Если быть точнее, с самого начала они имели общую отправную точку их зарождения, и с течением собственной жизни оказались на совершенно разных расстояниях друг от друга. Если измерять в цифрах, 0 отправная точка, 50 и минус 50 дальнейшее расположение пацанов. Но что я имею в виду? Ведь если мы взглянем на единственный по-настоящему близкий диалог персонажей, мы обнаружим, что Айзен и Урахара тотально отличаются друг от друга, как минимум мировоззрением. Один принимает текущее мироустройство, другой, понимая его несправедливость, пытается изменить и исправить его. И эта антитеза прослеживается буквально во всем, в каждой сцене с персонажами, абсолютно столько же, сколько сделал Айзен, делает и Урахара, и наоборот. Будто бы это перетягивание каната. Я думаю, изначально, когда Куба только задумывал выпускать Блич, был один персонаж, предысторию которого выполнял Урахарыч, но из-за предательства со стороны сообщества душ он плавно бы превратился в Айзена. Но это только догадки о мышлении Куба, основанные на схожести истории и перетекании судеб. Откуда взялась такая мысль? Из-за переплетений действий. Смотрите, нам известно следующее. Айзен родился в неизвестном клане, но обладал огромным потенциалом и интеллектом. Урахара родился в неизвестном клане и обладал огромным потенциалом и интеллектом. Одно и то же. Оба создали Хоугиоку. Каждый, конечно, в своих противоположных друг другу мотивах, но оба тем или иным образом манипулировали людьми и приносили их в жертву для создания. Ну, коль я начал эту тему, давайте детальнее разберем ее. Данный пункт можно назвать объединенным противостоянием минусового и плюсового персонажа, которые являются единым целым, как инь и янь. Начать стоит с самого символичного, со способностей Занпакта. Айзен буквально манипулирует реальностью с помощью него, создавая нужные ему образы и ситуации. Бытует мнение, что даже этот ролик проделки Кьёка Суигетсу, чтобы отвести глаза от сути происходящего.
Урахара же в Банкай перешивает реальность под нужное ему русло, избегая ненужных ситуаций и создавая нужные образы. Одна концепция, разные реализации. Опять-таки напоминаю о едином персонаже, ведь представьте, что если Банкай Айзена это улучшенная версия банки Урахары, в котором реальность не перешивается, а буквально меняется, то есть Шикай перетекает в Банкай. Но эту тему отложили. Кстати, о темах, вернемся к основной. Учитывая вышесказанное, сколько бы Айзен не прикладывал сил или мер, в ответ вернется такое же количество. И наоборот. Все заходит еще дальше и даже включает в себя противостояние мировоззрений, в данном случае концепцию Убермена и Ластмена. Опять-таки по Ницше. Но эту теорию уже разобрал один англоязычный обозреватель Блича, которого переводит Тада. Диби Зимран. Если вкратце, Айзен Убермен, который не может смириться с тем, что им правит мертвое тело, и у него в мозгу происходит, так сказать, убийство бога, с перерождением из человека в сверхчеловека, и именно это заставляет его создавать мир со своими идеалами. Если честно, перед тем, как быть запечатанным, Айзен часто упоминает эту фразу, мол, я истинный сверхчеловек, уничтожу тебя, или же другой момент в виде победителей всегда говорят, каким мир должен быть, а не принимают существующий. И в этих цитатах весь Убермен от Ницше. Так что читатели данного автора, наверное, ловили жесткие флешбеки с таких референсов. Ластмен же, как Айзен и сказал, принимает текущее мироустройство, впитывает все плюсы и минусы мира, мирится и живет с ними. Бог мертв? Ну да ладно, зато все хорошо. Надо следить за невинными сейчас, но опасными в потенциале челиками, но зато все хорошо. Вами правит кучка зажравшихся идиотов? Ну ничего, зато все хорошо. Как ты понял, мне не нравится такой подход, но каждому свое. Едем дальше. Очень крутой кейс с рождением Ичиго. Все, конечно же, по плану Айзена, бога нашего. Но смотрите, какая интересная история получается. Когда Урахара создал Хоугиоку, Айзен сделал то же самое. Минус 50 плюс 50 на нулевом отрезке. Все помним. На основе идеи стереть грань между пустыми и синегами был создан Шира. По воле Айзена он не был уничтожен и зародился Ичиго. Общепринятая теория, где Сосхи держал свечку. Но ровно столько же усилий дал и Урахара. Если Айзен подарил Ичиго мать, как бы это ни звучало, Урахара обеспечил Ичиго отцом и вообще дал возможность родиться. Опять-таки сцена, где Урахара задетектил Масаки, а затем вообще обеспечил Гигая истиной и разработал план по спасению души Масаки. Если Айзен идея, Урахара это реализация, и они оба идеально друг друга дополняют. Но и на этом еще не все. Айзен кичится. Я подстроил все твои сражения, все шло по моему плану, в ходе которого ты становился сильнее от противника к противнику. Ну да, отчасти так и есть. Но все ходы, тренировки, возвращение сил синегами, причем что во времена, что после времен Айзена, дал именно Урахара. И если бы не он, ни о каком развитии семимильными шагами Рыжего и речи бы не было. Вспоминаем тренировки Клубнички и Банкай за 2-3 дня. Если Айзен был тем, кто направлял или подталкивал к дверям, Киски их открывал. Едем дальше. Та же антитеза персонажей в их отношении не только к королю душ, но и к обществу душ. Как я и сказал в прошлом ролике, Урахара большую часть своей жизни посвятил миру, в котором он живет. Уважал его правила, даже те, которые были действительно абсурдными, и всячески старался улучшить мир, за что в итоге поплатился в некоторой части истории и был предан. Айзен же, напротив, всегда манипулировал обществом душ, презирал ту его вариацию, в которой жил, далее буквально отымел его верхушку и ушел безнаказанным. А в конце так вообще был поощрен должностью капитана. Даже не знаю, что таким образом хотел показать Куба. Разве что несправедливость мира в целом, а не только сообщество душ. Но по итогу они опять поменялись местами. Урахара прощен и не тронут. Айзен заперт и наказан. Колесо сансары сделало оборот? Нет. Куба поменял полярности. Так что если в одной из новелл Урахара станет злодеем, на что, кстати, был намек, а Айзен одумается и станет антигероем, не удивляйтесь. Но в таком случае я даже не знаю, что будет страшнее, ибо если Урахара захочет, все сообщество душ поляжет буквально за неделю, и это не шутка. Так что в каком-то роде нам повезло, что злодеем оказался именно психологически нестабильный Айзен, видос по нему, кстати, смотри в подсказке, а не собранный и прагматичный Киски. Перейдем к итогу. В моих глазах у Айзена и Урахары очень много перекликаний.
Их действия направлены по сути ровно в противоположных направлениях, но нереально похожи друг на друга. Взглянув на них в манге, меня не переставало преследовать чувство, которое я описал в данном видео, что концепт персонажей был единым целым. Если честно, их история противостояния — это второстепенный сюжет всего Блича, и даже очень жаль, что нас обделили этой историей в ТКВ. Хоть это и была основная часть развития Айзена в сюжете, который, если честно, напоминает больше темного протагониста, чем абсурдного антагониста, она не является финальной. Но именно сейчас стоит разобрать внутреннюю составляющую Айзена и повторить аспекты, круто показывающие его характер. Небольшая сводка-анализ перед продолжением. Айзен является ярчайшим примером, как действия и принятые решения могут раскрывать персонажа лучше, чем его прошлое, и тем более лучше, чем часть его чувств, которые нам удалось уловить. Успех Айзена как персонажа обусловлен несколькими критериями: интеллект, харизма, сила. Давайте вкратце пробежимся по каждому пункту, который восхищает меня и уверен вас в нем. Итак, по списку. Интеллект. Фраза «все по плану Айзена», которой наполнился интернет и, наверное, любая вселенная в аниме, которая даже не относится к Бличу, взялась не просто так. Айзен обладает не самым большим интеллектом, в этом с ним сможет поспорить Урахара, но, пожалуй, самым адаптивным. Просчитать на 100 лет вперед скелет плана, вариативно накидывая на него все новые и новые слои мяса, подстраиваться под ситуации, контролировать и, что более важно, намеренно не контролировать моменты с матерью Ичиго, происшествия и реакции, которых ты не ожидал, дорогого стоит. Как и твист с построением всех сражений главного героя, самого его рождения, развития и, не побоюсь этого слова, существования. Как бы умен не был персонаж, черта, которая будет доминантной в глазах зрителя, выходящая на первое место, это харизма. А здесь комбо в миксе с пафосом, ибо первое связано со вторым. Это началось буквально с первой арки, когда усилия и старания главного героя буквально были разбиты одним движением пальца. Харизма и доминирование персонажа отражали его действия и слова, ведь когда Айзен говорит, что он займет место бога, ты невольно начинаешь ему верить, понимая, что это не метафора. Харизма, которую показывал Айзен как лидер и как антагонист, хлещет через край буквально всю мангу и имеет свою кульминацию в главах богоубийцы. Исходя из интеллекта, харизмы и пафоса вытекает третья, кульминационная черта, соединяющая остальные – сила. Персонаж, родившийся особенным, обладающий безграничным потенциалом, амбициями, умом, хитростью и эгоистичным характером, не может быть слабым. И само слово, которое будет точно описывать сам образ Айзена – сила. Доминирование и реализация потенциала, исходя из всех его плюсов. Переигрывание врагов за счет насмешек, ибо он включает в уязвимость врагов и их моральную составляющую. Уничтожение сильнейших синегами через хитрость, ибо он знает свои слабые и сильные стороны. Но что еще важнее, такие же стороны врага. И казнь своих же подчиненных из-за проявления слабости, которая противна ему как человеку. И одновременно желанна. Мощь Айзена мы видим на протяжении всего Блича, во всех его сражениях. Даже формы, которые Куба показывает нам через кокон и бабочку, отражают эволюцию Айзена не как личности, ибо в моральном плане он деградировал, а как силы, с тем условием, что моменты поражения случались не из-за недостатка какого-либо параметра, а из-за ослабления защиты и буквально позволения нанести по самому себе удары. Отсюда и момент с Гином, отсюда же и запечатывающая кида Урахары, который так и сказал: «Раньше ты бы не позволил нам и коснуться тебя». Отсюда и минутное поражение от Мугетсу. Сила Айзена не один параметр, а совокупность всех остальных. Более того, две эти стычки с Гином и Ичиго будут единственными провальными для Айзена. И в каждой из них он получит выгоду, многократно увеличивая свою силу, эволюционируя вновь и вновь. Поэтому нам и нравится Айзен, он воплощение идеала и абсолюта в понимании сёнэна. Айзен, имея все возможности к изменению мирового порядка, нашел свою цель в этом, придерживался ей и следовал плану, внося корректировки в него. Хотел ли он занять место короля душ и быть тем самым балансировщиком трех миров? Нет. Он хотел управлять, сделать лучше, а не балансировать, будучи заточенным в клетку. Не разрушать, а перестроить. Именно поэтому он и сражался против Яхве. Самая первая встреча с ним, помещая его в миниатюрную иллюзию, не давая убить Ичиго, и давая тем самым надежду на сохранение той или иной целостности общества душ. А в конце именно Айзен стал конечной инстанцией, буквально говоря.
Добро пожаловать в мое сообщество душ, защищая его в одиночку. Персонаж, знающий о всех нюансах в истории мира, не мог принимать его, буквально говоря об изменении этого самого мира. Посмотрите на его жажду, чтобы Ичиго развился как личность, как боевая единица. Зная, что Ичиго такой же гибрид, как и король душ, Айзен буквально хотел сравняться с этой силой, победить ее, саму ее концепцию и гибридность, отвергнув старое понятие мира. Поэтому и выращивал Ичиго как равного себе соперника, которого в случае чего можно использовать как замену короля душ в вечном заточении. Отсюда и двойственное название глав в противостоянии с Рыжим – Богоубийца. Первое значение относится к Ичиго, он сражается с Айзеном, который возомнил себя новым богом. Второе значение относится к Кайзену, где он сражается с таким же гибридом, как и король душ, который является богом текущего мира, пусть и просто названным. И да, то, что Ичиго может занять место короля душ, это практически подтвержденная информация из новелл. Однако не все так просто, и это не конец. Но цели и мотивация Айзена хотя бы немного стали ясными для нас. И здесь в сюжет входит независимая переменная, внутренний мир, эмоции и чувства. Тот самый аспект, который заставлял Айзена колебаться, совершать в некотором смысле нелогичные действия и более того проявлять слабость. Абстрагируемся от сказанного выше. Детство Айзена. Его силы были за гранью человеческих с самого его рождения. Он искал того, кто смог бы оценить его по достоинству, выполняя цели одной за другой, уже отчаявшись найти человека, который способен был бы понять его. Он был полностью поглощен одиночеством, и только оно чувствовалось в его клинке. Оно и жажда понимания, будучи неподчиненным кому-либо. Ведь Айзен изначально хотел быть кем-то понят и хотел быть нужен таким людям. Подсознательно его чувства контролировали его, отсюда его компания в виде Тоусона и Гина. Когда он увидел гениального мальца, уровень офицеров для которого был скучен и слаб, то посчитал его интересным в том плане, что может быть он сможет найти с ним общий язык, закрыв детский гештальт. Такой же пример с Эспадой. Подумайте, зачем человеку, который во много раз сильнее всего ее состава, вообще нужны аранкары? Цель была одна – сделать сильные боевые единицы, которые были бы ему под стать. То есть на первый план приходит не логика, а личностные мотивы, предпочтения и желания, которые также разбиваются об жестокую реальность и буквально казнь подчиненных из-за разочарования в их силе, а соответственно непонимание его не только как лидера, но и как человека. И чем дальше мы наблюдаем за Айзеном, тем больше видим, как мотивация отходит на второй план, а на первый выходят чувства. Ты победил Гётей-13, эволюционировал множество раз. Твоя цель, которую ты так желал, лежит прямо перед тобой. Все, что тебе нужно, взять ее. Но ты сомневаешься, быть может даже боишься, что достигнутая тобой задача растопчет тебя морально. Доказательством будут ненужные догонялки с друзьями Ичиго, которых он мог убить простым Риацу при желании. Причем не только силой Риацу, но и ее радиусом. Такие же ненужные диалоги и неторопливые прогулки по Каракуре. И обусловлено это двумя причинами, которые я назвал. Одиночество и непонимание. И это нам прямо говорят в контексте 422 главы. Сила Хоукиоку – исполнение желаний окружающих его душ. Но это не значит, что Айзен хотел проиграть, ибо эта фраза преуменьшит мощь Мугецу в Дангае. Нет. Айзен хотел стать обычным, в глубине души, чтобы одиночество не пожирало его. Он хотел стать обычным синегами, не иметь той силы, которой владеет сейчас, чтобы не ощущал себя отреченным от других из-за собственного дара. Желал лишиться силы, чтобы избавиться от одиночества и быть понятым. Ведь по сути, помимо рожденного с великими силами, он обладал будто бы под стать себе таким же великим Занпакто, что еще раз многократно делало его сильнее. Грубо говоря, Айзен — это человек, внутри которого постоянно была борьба целей и чувств. И именно поэтому мы видим разные его вариации и маски, которые он носит в отношении к каждому персонажу. Буквально в одной и той же сцене. В пример ставлю эту, где Гин, Тоусон и Гримджоу получили разную вариацию эмоций и обходительности к ним, где каждый видел альтернативную версию Айзена. Разбавив роль в сюжете внутренней составляющей, мы вновь продолжаем. Суд над Айзеном и изначальные 18800 лет на 8 уровне Мукена. Он высказал очень интересное предложение. Вы считаете, что имеете право судить меня?
Это не его эго или ЧСВ. Он абсолютно честен в своих словах. Люди, которые буквально исказили всю историю сообщества душ и уже в новом составе продолжают это делать, судят Айзена? Да это выглядит смехотворно. Даже в той сцене с этими стариканами их словами двигала лишь зависть. Они завидовали бессмертию Айзена и на горькую правду лишь выкрикивали повышение тюремного срока, закрывая глаза и рот нашего бога на долгие годы. В следующий раз большинство зрителей увидит его в первом куре ТКВ, но лишь малая горстка людей знают, что это не так. Несколько диалогов с Айзеном нам дадут к прочтению в новелле «Духи навеки с тобой». Да не абы с кем, а с Кинпачи Азашера, 8-м Кинпачи, видеоролик по которому сделан с 25 авторскими скетчами. Что мы должны знать касательно Айзена из этой новеллы? Поражение закалило его и сделало сильнее, как в буквальном плане, так и в переносном. Айзен признался, что ментально он был подавлен после слияния с Хоугиоку. Это сыграло важную роль на всех этапах боя с Ичиго. Да и до него. Кстати, о Хоугиоку интересный нюанс. Азашера был способен с помощью своего банкая отделить его от Айзена. Вот тебе еще один стимул посмотреть ролик. Азашера и Соуски в какой-то степени нашли общий язык, и перед тем, как первый впал в спячку, Айзен сказал, что будет ждать его возвращения, кем бы он ни был после пробуждения. Хорошим противником или хорошим напарником. И вот теперь с чистой душой мы переходим к ТКВ. Нижний уровень Мукена, диалог с Яхве. Король Квинси предложил Айзену вступить в Анденрей в качестве особого военного потенциала, прямым текстом говоря, что опасается его силы. Однако Айзен отказался. Это немного удивило Яхве, ибо он считал, что у них схожие идеалы и единая цель – уничтожение сообщества душ. Это было не так. Айзен не хотел уничтожать Сейритей, а лишь жаждал быть его справедливым правителем. У него не было желания вернуть мир в его первоначальный вид, он буквально выращивал человека, который мог бы держать все три мира целыми, без участия марионетки, выполняющей роль бога. В этом и различие между двумя лидерами, Эспады и Штенриттеров. И это подтвердится в конце, но обо всем по порядку. 616 глава. Кьюраку пришел к Айзену и освободил лишь одну печать с его рта, чтобы поговорить с ним. Этого хватило, чтобы он снял остальные внешние и самостоятельно подошел к Сюнсую. Он, кстати, был прав, и интересы Айзена действительно совпадали с интересами Гютея. А именно с защитой сообщества душ. И мы даже можем лицезреть раздражение со стороны Айзена, подышать воздухом общества, которое Яхве превратил в помойку. Очередное доказательство того, что по-своему, но Айзен ценит родные места и готов встать на их защиту. Это показывается сначала самим желанием Айзена выйти наружу, потом коротким заточением в иллюзию во время первой встречи с Яхве, а это если что в Мукене, где режутся способности Занпакта, затем избавлением от черных субстанций Баха и сражением с самим Яхве без поддержки, выступая в одиночку, пусть и на короткий срок. И ради этой цели он даже объединился с Абараем и Ичиго, выдавая синергию с Рыжим под Кайзен Сайменом, что и сыграло значительную роль в сражении. После событий арки ТКВ прямым текстом не говорится, как Айзен вновь попал в Мукен. Большинство придерживается мнения, что он сделал это по своей воле, так как не сопротивлялся, хотя мог использовать кидо и другие техники, для которых достаточно голоса. Другие сетуют на повторное заточение совместными силами, однако ни один капитан после таких битв не был бы в состоянии запечатать Айзена, которого от всех ранений на изи вылечила Хоугиоку. Поэтому кому верить, решай сам. Я лишь расскажу вам о последних словах Айзена перед отправкой в Темное Царство из новеллы «Убойся своего мира». Когда Кьюраку заговорил о последних словах, Айзен сказал, что все здесь присутствующие их недостойны, включая самого главнокомандующего. Единственный, с кем бы я хотел поговорить, это Куросаки Ичиго. Кьюраку же ответил: после твоего тюремного срока я молюсь, чтобы ты стал союзником, а не врагом. Айзен же вновь напомнил ему про нового короля душ, и тот решил ответить ему только когда они останутся наедине, храня эту тайну. Ибо труп Яхве, располовиненный на две части, сейчас и есть то, что называют королем душ. Разговорить Айзена смог Хисаги, который все еще ненавидел его за убийство Толсона. Именно Хисаги Айзен и рассказал о милосердии и уважении к Канаме таким образом, и когда Айзен намекнул о иллюзорном мире Синегами, Кьюраку резко попросил его замолчать, боясь, чтобы лишние уши не узнали правду. Айзен Мукен — это примирение персонажа с самим собой, принятие реальности, которая его окружает, с еще большим увеличением своей мощи. На протяжении всей истории он становится все лучше и лучше, и каким он будет в арке ада спустя 17 лет событий, увы, нам пока что неизвестно. Но будьте уверены, он еще даст вам повод гордиться им. Ключевая мысль, которую нам доносит Айзен в окончании всей истории Блича, на данный момент следующая. Яхве, ты жаждал мира, где страх больше не был бы тяжкой ношей. Но в мире, где нет страха смерти,
Люди никогда не обретут надежды, основанной на упорном преодолении своих страхов и избавлении от них. Люди могут продолжать стремиться вперед, чтобы выжить. Но это несравнимо с тем, как они бросаются навстречу смерти, делая все возможное, чтобы ее избежать. Поэтому люди и дали этому особое название – мужество. Для меня это не просто персонаж или злодей-манипулятор, это целая икона, прожигающая своим характером и образом сердца людей. После всего сказанного за это время он больше походит на недопонятого героя, нежели на антагониста. Борец за истинную суть вещей, тот, кто очищает мир от грехов, человек, способный одолеть Бога, абсолют во множественных аспектах, Айзен Соске, аномалия мира Блич. Избранный и непонятый одновременно. Это был блок истории, личности, мотивации, целей и взаимоотношений. Впереди не менее интересная тема – сила и опаснейшие версии Айзена, и здесь есть о чем поговорить. Я не просто так назвал Айзена аномалией, ибо даже его силы ненормальны сами по себе и без использования Кьёка Суигетсу. Вызвано ли это даром, талантом, каким-то избранием, но я надеюсь, Айзен никак не связан с королем душ, не является его волей или же членом, трахающим все. Также я отрицаю его принадлежность к благородным семьям и рассчитываю, что его способности принадлежат только ему, а не крови его предков. Если мы начнем говорить о его силе, то первое, что всплывает в голову, его статус и причина вхождения в список Ванденрейха, особый потенциал, причина добавления Риацу. Айзена мы будем рассматривать именно конечной версии, но, если честно, перед этим затронув интереснейшие моменты прошлых форм. Итак, базовая форма Шинника уже обладает нереальной скоростью, которая по буку арки СР оценивается в 90 для скорости Шунпо, выше только у Сойфон и Ямамото, и в разы выше для скорости боя. Попахивает, если честно, FTE-шкой, FTS English быстрее, чем видит человеческий глаз. На примере Рэнджи мы это и понимаем. Это еще при том учете, что Айзен сравнивал его с муравьем, которого очень сложно убрать с пути, при этом не убив. Все равно, что дышать, не сдувая дыханием пылинку. Сила Айзена в базовой форме Шинигами давала в заглот Ичига в первой арке, который уже был приближен к капитанскому чину. Удар же его был остановлен всего одним пальцем. Уровень Риацу у Рыжего был полностью восстановлен на тот момент. Также и с Камамурой, атака которого была остановлена голыми руками, а сам же капитан был буквально ваншотнут двумя словами. Хада 90. Перенесемся к начальной форме с Хоугиоку, который пока что не был активирован. Айзен тогда выступал в роли лидера Эспады. Начнем. Налегке выдерживает двойную атаку двух капитанов, один из которых Вайзард. Контратакуя показывает, что такое настоящая сила удара, и одним взмахом отправляет бедного пёселя вместе с его банкаем в будку. Двух других бывших капитанов, атакующих со слепой зоны, складывает по пакетам и выкидывает в мусорку. Удар Сойфон, который в теории должен шотить противника при двух метках, игнорирует полностью из-за гигантской разницы Риацу, буквально подавляя ее Шикай. Однако это не удивительно, такой Айзен даже в не сильно напряженном состоянии способен выдавать объем Риацу, превосходящий двух средних капитанов. Именно столько нужно для пробуждения Хоугиоку, и это все без учета нереально сильного паттерна. 4 капитанов спидблицает без особых усилий, в том числе и одного из лучших мечников всего ГТ-13, будущего главнокомандующего Кьюраку, который и без банкая одолел первую эспаду, это так, напоминание. Причем делает он все это максимально без напряга. Вплотную переживает Иттака Садеда, которая сильнее, чем несколько таких же Хада от Азашера, а это все равно, что находиться в центре ядерного взрыва, при этом получая урон в виде нескольких царапин, которые вы не увидите не только уже в следующей главе, а уже на следующей странице. Остановил клинок Ичига, который опять-таки был с фулл Риацу по классике голыми руками, одним предложением тотально доминировал по большинству статов, будучи в человеческой форме. Чё уж говорить о его метаморфозах, когда Айзен намеренно не уклонялся ни от одной из атак противника, уровня топовых бойцов ГТ, напоминаю, так как просто не видел в этом смысла. Перенесемся к битве Куросаки над Гайформа и Айзен Бабочка. Эту форму многие не могут оценить по одной простой причине: Ичига был галимой имбой. Даже по рамкам Блича это была аномальная сила в совокупе с дальнейшей завершенной Гетсугой. Однако Айзен уже был бессмертен, имел телепорт, и уровень и без того чудовищной Риацу многократно вырос и был способен убивать людей, если просто не сдерживал ее. Уничтожение горы, конечно, было за Ичига, но не стоит обесценивать и Айзена. Смотрим.
Ичига наконец-то вернул должок, остановив удар. Чекаем, что происходит с ландшафтом за Куросаки. Земля улетает и образуется обрыв. В аниме так вообще это происходит в еще большем объеме, а это именно от удара Айзена. Монстр форма, колоссальный урон и его ауешка, но все равно не превосходящая завершенную Гетсугу, и при этой разнице в силах Мугетсу все еще недостаточно для того, чтобы убить Айзена, ибо он опять-таки бессмертен. Чела буквально не располовинили, а стерли на атомы. Мугетсу — это удар аннигиляции и самая мощная атакующая техника в Бличе, ну исключая там всякие атаки из будущего у Яхвы. Но и ее недостаточно, одной этой информации хватит, чтобы уже возвысить Айзена в боги. Теперь стоит поговорить о реакцию Айзена. То, чего у него в запасе и с чем он ассоциируется. В ТКВ и пост-ТКВ это что-то на грани читов. Он обладает невероятным реакцией уровня гибридов, невероятно сильный паттерн со слов Нананы, для которого Банкай уровня Хирака Шинджи развеиваются без особых проблем. Яхве не зря пришел первым делом к Азе, ибо без шрифта Олмайти Бах мог нещадно всосать богу нашему, поэтому решил перестраховаться. Духовная сила Айзена теперь находится на еще большем уровне, чем когда-либо. Например, обычный человек не сможет даже рядом с ним находиться, ибо руки и все тело расщепит прямо в пространстве. А его гибридизация осталась равносильной, как у топовых гибридов новелл, конкретно близкой к Хиконе, с кем она и сравнивалась. По словам Айзена, через щель в барьерах ко дворцу короля душ он может пропустить свою реакцию и опустить целый замок. В то время как Урахара и Майюри пытались сделать телепорт к нему, используя реакцию и лейтенантов, и капитанов, в том числе Кинпачи с освоенным Шикаем и бустером специальным для реакцию. А тут один Айзен в состоянии не подпитать телепорт, а опустить место, которое нужно попасть одной лишь мыслью. Да о чем говорить, само отсутствие Айзена на пространстве трех миров влияет на все, ибо в Мукене режутся как способности Занпакта, так и поступление духовной силы во внешние миры из-за камня душегуба, отчего врата ада становятся нестабильны. Иными словами, у сообщества душ на данный момент времени, а это арка ада, нет иного выхода, кроме как выпустить Айзена из Мукена, чтобы минимизировать влияние ада на другие миры, и это просто, сука, из-за реакцию и его количества. В теории, да и по факту, Айзену даже Занпакта не нужен. С такой духовной силой и мастерством ее использования он может раскидывать всех с помощью Кида, которым имел талант с самого начала. В последних главах он без прочтения заклинания использовал 99-е Кидо. Горью Теммэцу — это мощнейшее атакующее заклинание из разряда запрещенных. Здесь тоже есть одна интересность. Запрещено оно не просто так, а из-за энергии, которую выпускает само Кидо. Оно способно уничтожить духовный пульс, Реймяку, то есть множество подобных атак смогло бы окончательно убить Ичибэя и весь нулевой отряд, который также указан слабее Айзена, ведь Хиконы могут одолеть лишь трое – Ичига, Зараки и сам Азия. Следовательно, одной этой техникой, исполненной Айзеном в полную мощь, уже хватит, чтобы убить большинство противников и даже тех, кто имеет самый высокий уровень защиты или слияния с чем-либо. И вот смотришь на все это, понимаешь читерный уровень самого Айзена и не вдупляешь, куда еще больше. А есть куда. Занпакта Айзена Кьёкасу и Гетсу, Шикай которого абсолютный гипноз. Управляет он всеми чувствами в человеке, он буквально может создать отдельные миры и образы в голове людей. Увидев высвобождение Шикая всего один раз, каждый будет под его воздействием и при дальнейших активациях, что было показано на Вайзардах с разрывом во времени аж в 110 лет. Полный гипноз Кьёкасу и Гетсу абсолютно безупречен, даже если цель осознает, что находится под гипнозом, она не может сопротивляться его влиянию. И здесь стоит объяснить два спорных кейса в данной цитате. Что сделал Айзен с Яхве? Он исказил его понятие времени, чтобы тот быстрее впал в сон и меньше разрушил сообщество душ из-за его несостояния поддерживать текущую форму. В новелле «Духи навеки с тобой» Зашира за 2 дня смог развеять гипноз Кьёкасу и Гетсу из-за своего всеобъемлющего Банкая. Оба примера легко объяснимы. Айзен находился в Мукене, где способности Занпакта многократно порезаны, ибо там сидят опаснейшие преступники, то есть Айзену настолько похер, что даже там он юзает способности даже на таких могущественных существах, как Яхве. Как и было показано, вне Мукена. Шикай работал даже на Бахе, который поглотил короля душ. Уровень его сил ни капли не мешал Айзену. На протяжении всего Блича мы видим почти весь арсенал Айзена с одним условием: мы не знаем Банкая. Напоминаю о базе. Банкай — это боевая форма Занпакта. Все это время Айзен его не применял. Единственный нюанс, который нам известен, чтобы Айзен применил Банкай, цель должна быть подвластна Шикаю. И это пиздец, дамы и господа. Этот персонаж просто не должен существовать, он самая настоящая аномалия и живое воплощение силы.
Учитывая все вышесказанное, наверное, неудивительно, что для сдерживания Айзена, по мнению Кьюраку, был нужен только тот, кто обладает такими же невероятными силами и не подвластен Кьёко Суэгетсу. Но это, конечно, Ичиго. Ну и в качестве кульминации я бы хотел рассмотреть все показанные формы Айзена, но не с точки зрения силы, а с точки зрения опасности. Начнем с Айзена версии ТКВ. Самая сбалансированная его версия, наш боженька, предстает перед нами все таким же пафосным, ибо, по моему мнению, это сильнейшая версия Айзена. Это подтверждается как словами Урахары о многократном увеличении сил, так и Яхве в цитате о проблематичности убийства Айзена, и по сути так и есть. На примере Курахицуги мы можем понять, что 90-я Хада в версии ТКВ силой превосходит предыдущую версию, которая кастовалась бабочкой с полным прочтением заклинания. Здесь же он просто произнес название, и все в огромном радиусе превращается в молекулы. Также огромной ачивой будет сам факт того, что именно Айзен ТКВ был в состоянии сопротивляться Яхве в прайм его версии, поглотившего короля душ, Мимихаги, кастанув Аусвелен и впитав силу Ичиго. Полноценной дуэлью это, конечно, не назвать, ибо Яхве все же доминировал в сражении, но и Айзен бился не в полную силу. Радиус действия Риацу был ограничен, соответственно и арсенал кида атак. Банкай не использовался, опять-таки хз по каким причинам, но на фулл силе одного Хада 99 с полным прочтением без печатей хватило бы, чтобы нанести колоссальный урон не только Яхве, но и всему сообществу душ, буквально аннигилируя все живое. Однако, обладая такой огромной мощью, бессмертием, если, конечно, исключать поглощение, Айзен стал достаточно уязвим в плане гордости. Он и до этого, конечно, был ЧСВ, но тут это буквально сочится из всего его нутра и является главным минусом. В пример привожу кейс с его тщетной попыткой спустить дворец короля душ. После неудачи он максимально легко вступил в конфронтацию с Майюри, который пояснил ему, что радиус его Риацу ограничен. Это будто бы ущемило его, саму его гордость, что тот предложил посоревноваться, мол, кто кого, твоя машина или моя Риацу. Такое поведение свойственно Айзену именно версии ТКВ, так же, как и рассудительность по отношению к сообществу душ. Сопротивление Яхве, объединение с Ичиго, и итогом будет конечная цитата с мужеством. Выглядит своего рода как раскаяние, упокоение, уже нет той ненависти, чел будто бы смирился. Ровным счетом в добивание идет и тот факт, что Айзен снова в Мукене, ибо посудите сами, после смерти Яхве он являлся самой сильной боевой единицей во всем сообществе душ, ибо не осталось никого, кто мог бы поглотить бессмертного. Это значит лишь одно: Айзен попал обратно в Мукен по своей собственной воле. Данная версия, как я и сказал, является сбалансированной, в ней определенно самое большое количество сил в сравнении с другими версиями, но создается впечатление, что ненависть Айзена уже не та, что прежде, угасла, и он пришел к какому-то осознанию, которое не поведал нам. Является ли данная версия опаснейшей? Нет. Сильной, безусловно, ну и рассудительной. Версия до нее — превращение бабочки. Символичная форма на самом деле. Самая отвратительная, озлобленная, уязвленная версия Айзена. Весь внешний вид олицетворяет лицемерие, будто бы описывающая истинную личину Соски тех глав, который считал себя добрым богом. Но он буквально исчезает, и на его место выходит черный дьявол, оскорбленный силой другого человека. Это по-настоящему самая злобная вариация персонажа, где зло — это корысть и все другое плохое, что есть в человеке. И Айзен буквально теряет свое лицо. Данный демонический облик обладает огромной разрушительной силой, и даже Дангай Ичиго не в состоянии полностью избежать урона, отчего рука Курасаки приходит в негодность. А это одна из самых сильных его форм, на секундочку. К сожалению, помимо разрушительной силы, ачив мы не увидели. Опаснейшая ли эта форма в плане разрушений, безусловно. Ибо Айзен в этот момент напоминает озлобленного хейтера, но как мы знаем, в Бличе побеждает не грубая сила, а расчет и интеллект. Ибо с помощью как раз таки этих двух факторов Айзен и был запечатан. Ну, либо лом ломом вышибают, Мугецу въебало и ебалом в пол. Едем дальше. Бабочка. Самая спорная, на мой взгляд, форма по внешнему виду и арсеналу. Какие-то крылышки, фул белое одеяние, непонятные телепорты с задержкой. Видать, такое впечатление у меня создалось из-за отсутствия каких-либо отличительных различий в ней, в сравнении с другими формами до нее. Да и эту форму унизил Ичиго, от этого мнение еще больше складывается, что бабочка фигня. Из очевидного стоит выделить обретенное бессмертие в данной версии Айзена и огромное количество Риацу. Эта форма преподносилась нам как божественная версия Соуски. Его поведение, такт, абсолютное спокойствие,
Да он сам уже возомнил себя богом, обретя такую силу и осознавая ее. Но, как мы знаем, против Айзена работает офигенный прием ебалом в пол, и он резко трезвеет. Ачивы бабочки не так внушительны в сравнении с Дангаем. Она держала удары Ичига, поспевала за ним, но никак не доминировала. Данная форма не опасна ни в плане силы, а в плане восприятия ее Айзеном. Он не хотел уничтожать Каракуру, опять-таки вел себя в кавычках как добрый бог и, быть может, даже хотел казаться таким. Но как только эта маска разрушилась, бог сменился на дьявола, но об этом я уже сказал. Промежуточная форма между коконом и бабочкой, назову ее красавчик. Первая фаза становления богом. Айзен прошел слияние с Хоугиоку, сил было достаточно, чтобы паровозика Томаса слать нахуй, с его таймингами пребывания в Дангае. Одним словом, Айзен преисполнился, обрел желаемую силу и в то же время разочаровался или же усомнился в собственной цели. Отсюда и сам шанс для Ичига, чтобы он опять попробовал эволюционировать. Нет, вы вдумайтесь, ты специально даешь шанс такому же гибриду, как король душ, возможность стать сильнее. И Айзен это знал, ибо держал свечку. В ситуации, где у тебя цель свергнуть местного инвалида без рук и ног. Ты одолел уже вот буквально всех, твой уровень духовной энергии неощутим, пока ты его не занизишь. И единственному человеку, который чувствовал эту реакцию, ты даешь шанс. В измерении с искаженным понятием времени, которое ты же, блин, и сделал. Ты даешь шанс эволюционировать полностью, осознавая природу сил Ичига. Что это, как непрямой текст «Остановите меня». Помимо этого, прогулки с Гином не торопясь, какие-то бесполезные догонялки с друзьями Куросаки. Да он их одной поступью при желании догнать мог. А если бы врубил Риацу, то вообще мгновенно бы убил. Весь кейс настолько бредовый, что невольно задаешься вопросом, а что, собственно говоря, происходит? Это все опять-таки крик в действиях Айзена. Остановите меня кто-нибудь, я не уверен в том, что творю. Это не опаснейшая версия Айзена. Уж очень много противоречивых действий, которые ну вот никак не вяжутся с основной целью. Вывод: цель пошатнулась. Типичная депрессия при достижении желаемого. Форма кокона, в которой зарождались первые звоночки о потере крыши. Антиевская броня не работала. Прочка была на высоте. Другие атаки тоже. Данной формы уже было достаточно, чтобы вынести пол Гютея в соло без Кёка Суигетсу. Однако именно в данной вариации Айзена мы сможем увидеть беспечность. Он уже буквально позволял применять на себя техники, атаки, кидо. Принимал целые их залпы, потом, конечно, поплатившись за это. Аргументировал он это следующим образом. Нет больше смысла избегать ваших атак. Они все равно не принесут никакого эффекта. ЧСВ просто в потолок. Ростки божества начали прорастать. Кёка Суигетсу практически не использовался. Я не хочу задерживаться на данной форме, ибо с таким отношением к вещам и так понятно. Поплатится он за такое отношение. Перейдем к самому интересному. Айзен без очков. Вот это по-настоящему серьезный молодой человек. Просто так страхуется для удара по его жопе и, как выясняется, не зря. Выдумывает план, по которому сможет бороться с сильнейшим дедом, избегая его действительно мощный Шикай. И, как ты уже знаешь, одолевая его. Всячески использует свой Занфакта, играя с другими капитанами и пуская их на шашлик. Как навыками фехтования, так и уловками. В большинстве своем отлично управляется со своей спадой, заранее распланировав бой. По итогу добиваясь желаемого, даже учитывая приходы как вайзардов, так и стариков. И вот все вроде бы при нем, чтобы назвать челика самым опасным божеством, но нет. И дело почти что не в нем. Ибо тут и презрение к сообществу душ есть, и различные мотивы, мировоззрение и прочее. А дело в том, что ты имеешь статус врага. О чем это я? Ты официальный враг целого сообщества. Ты так и позиционируешься, твоя слабость в том, что ты раскрыт, а известие о своем враге, хотя бы о статусе врага, дает время на подготовку к противодействию. Также есть один нюанс, касающийся морального стержня. Как Айзен потом сам и сказал, эспада оказалась абсолютно ненужным мусором, отчего некоторых он лично и перерезал. Чел понимал, что весь ее состав слабее, чем он. Так зачем тогда он ее собирал? Чтобы пить чай? Ну, может быть. Тут скорее стоит личность. Айзен, проживший в социуме, в какой-никакой команде людей, решает создать свою сразу после ухода. А к концу выясняется то, что в Айзене вообще сплошное одиночество, неосознанная попытка закрыть детский гештальт, как только вышел из привычного окружения.
Скорее всего, это она и есть, дамы и господа. Но что по версии? В боевом плане бомба, в личностном почти все при нем. Но как я и сказал, учитывая SD-аноненный статус, ты теряешь различные возможности манипуляций. И своего врага врасплох ты уже не застанешь. Одним словом, некоронованная опаснейшая версия. Но теперь последняя, то есть первая версия Айзена, и как ты уже понял, корона. Не побоюсь этого слова, это самая опасная версия Айзена. Сам Урахара говорил еще в моменте Кокона. Раньше ты бы и пальцем не дал коснуться себя, не подставился бы под техники, и так и есть. Этот Айзен думает наперед, избегает все что угодно, прочитывая своего врага. Его действия, его сила в принятии своих слабостей, у него еще нет регенерации, бессмертия, личного состава Эспады и дальнейших психологических заморочек. Он нацелен на собственную выгоду, свои желания, цели, еще полон мотивации, жестокости и жесткости. Не раскрыт как главный злодей произведения, и от этого и исходит основная угроза. Он не играет в горделивого и юзает способности своего занпакта по полной. Да мне кажется, шанс увидеть Банкай Айзена был именно бы в этой версии, ибо Банкай штука такая, юзай, когда считаешь, что ты умрешь. В дальнейшем опасности для Айзена не было, ибо он уже вживил в себя Хоугиоку. Основная опасность данной формы, хоть она и базовая, и не обладает той разрушительной силой, в ее манипуляциях. При желании чел мог доить весь Гётей через Совет 46, ровно столько, сколько хотел сам, ибо сам и воплощал Совет 46, который имеет абсолютную власть в сообществе душ. Именно базовая версия Айзена перевернула все сообщество душ. Сотни жертвоприношений Хоугиоку, спиливание половины состава Гётея нахуй, на опыты, эксперименты по пустификации и вообще созданию васталордов, рождение по биологическим признакам и структуре сил второго короля душ в виде Ичига. И еще черт пойми сколько всего, при этом оставаясь незаметным в статусе инкогнито, дергая за ниточки из тени. Короткого пребывания в статусе мертвого хватило, чтобы играться со всеми капитанами, даже старейшими, как с детьми, обыгрывая ситуации так, как тебе надо, как ты задумал, так, как не претит твоей цели. Начальная версия Айзена является самой мотивированной и еще раз самой опасной. В его интеллекте огромная мощь, а ему в поддержку выходит еще и его занпакт читерный. С таким набором все общество душ становится обыкновенной песочницей, которая по итогу наскучила Айзену. Но я уверен, еще несколько лет и все бы его планы воплотились в жизнь. Но немного не дотерпел, а зря. Бонусом можно было рассмотреть и неканоничные игровые формы Айзена, например ту, которая полностью слилась с Хоугиоку, но я думаю, я кину эту информацию в своем бусте или телеграме бонусом. Это был титанический, эпохальный, фундаментальный разбор на Айзена, который достоин этого обзора так же, как и вы. Я бы хотел выразить лично огромную благодарность людям, которые спонсировали данный видеоролик, да и вообще канал, а именно Ананасику, это у нас главнокомандующий всех богов, Антону Соколову, который всегда поддержит в трудную минуту, Зороджуро, жертве первых двух чувачков, когда-нибудь ты от них освободишься, бро, новому пришедшему богу Марку Шаману и, конечно же, Аргосу, почти богоубийце, Исламу, который залетел озвучивать Айзена, хоть и график у него жесткий сейчас, ну и многим другим, никнеймы которых вы сейчас увидите в титрах. С тобой был Рабаши, это канал про аниме и не только, ну и в том числе, конечно же, про Блич, комьюнити которого достойно большего. Присоединяйтесь к каналу, оцените ролик, и вместе мы станем новым королем душ. Во славу Айзена, бога нашего. Спасибо тебе и пока.